Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами замечательным рецептом пасхального пирога кекса. Фактически получается пирог как кулич, только на сдобном тесте без дрожжей и без сливочного масла. И в нем, как и в куличах, много цукатов и орехов. Готовится все быстро, просто, из доступных продуктов. Цукаты и орехи можно использовать любые. Тесто получается такое нежное и ароматное. Если у вас нет времени на приготовление классического кулича на дрожжевом тесте, попробуйте приготовить этот чудесный пирог-кекс. Он очень вкусный. Для приготовления теста мне понадобится также для рецепта я использую много сухофруктов и орехов. Вы можете использовать любые сухофрукты и любые орехи, какие вам нравятся. Пирог я буду выпекать в разъемной форме, диаметр 22 см. Большой кусок пергаментной бумаги хорошо со мной. Выстилаю бумагой форму, слегка наращивая бока. Подготовлю цукаты. Здесь у меня крупная курага, мне ее надо порезать на небольшие кусочки. Остальные сухофрукты я не замачиваю. И также надо порезать орехи. Орехи я предварительно обсушила в хорошо разогретой до 170 градусов духовке примерно 10 минут. Рублю орехи довольно крупно. В миску разбиваю яйца. Для рецепта я использую яйца крупного размера. Вес одного яйца со скорлупой примерно 68 граммов. Добавляю соль, всыпаю сахар. Хорошо взбиваю миксером в течение 4-5 минут в пышную светлую массу. Добавляю сметану. Сметану можно заменить кефиром или йогуртом без добавок. Перемешиваю. Добавляю экстракт ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. И вливаю растительное масло без запаха. Просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Хорошо все перемешиваю. Обязательно подбираю все со стенок миски, чтобы не было непромеса. Долго вымешивать это тесто не надо, просто до однородности. В итоге должна получиться вот такая консистенция. Примерно 1/3 часть теста выливаю в форму, разравниваю. Сверху на тесто выкладываю примерно половину всех цукатов и примерно половину орехов. Снова наливаю сверху 1/3 часть теста. Стараюсь распределить ровным слоем. Снова выкладываю сверху цукаты и орехи. Я сейчас высыпаю не все орехи и цукаты. Оставшиеся орехи и цукаты я буду использовать для украшения. Сверху распределяю оставшееся тесто. И сейчас мой пирог я отправляю выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 55-65 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму с тестом я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Если пирог начнет слишком сильно подпекаться, можно прикрыть его сверху фольгой. Обязательно проверяем готовность пирога деревянной шпажкой или зубочисткой. Она должна выходить абсолютно сухая. У меня пирог выпекался 65 минут. Посмотрите, как он высоко поднялся. Извлеку пирог из формы. Пахнет он просто великолепно. Такой аромат. Как видите, сверху пирог немного трескается. Это специфика выпечки для этого теста. Перетаскиваю пирог на решетку и оставляю остывать. Сверху мой пирог украшу сахарной глазурью и посыплю сверху цукатами и орехами. Для приготовления глазури я взяла 100 граммов сахарной пудры и теперь буду добавлять пару столовых ложек молока. В зависимости от того, какой консистенции вы хотите сделать глазурь, столько добавляйте молока. Я добавляю примерно 2,5 столовой ложки. Хорошо перемешиваю.
Я делаю вот такую достаточно густую глазурь, чтобы она быстрее подсыхала. Поливаю пирог сверху глазурью, причем я не весь пирог прям вот так заливаю, а делаю вот такие потеки. И сразу еще не на подсохшую глазурь выкладываю цукаты и орехи, украшаю пирог. Я дополнительно еще использую фисташки и миндальные орехи, которые я не разрезала. И также добавлю немного миндальных лепестков. И чтобы пирог получился таким пасхальным, выкладываю еще вот такие разноцветные посыпки. Чтобы цукаты и орехи сверху немного закрепились, я еще слегка полью глазурью. Я желаю всем красивой пасхальной выпечки. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!